Всем привет! Сегодня разберем вот этот вот узор, который именно посерединке. Это я себе вяжу безрукавку, ну такие прохладные дни, там вечера. Э, Осталось довязать, полочка уже готова, еще полочку там вверху осталось чуть-чуть. Если кому интересно, пишите в комментарии, когда будет готово, я могу показать. Итак, приступим. К нему идет вот такая вот схема, к этому узору. Всего в рапорте 25 петель. Здесь указаны в первом ряду накиды. Они не учитываются, потому что это как бы прибавление петли. Поэтому, когда будете вязать, считайте без этих накидов. То есть не 4, а 3 накида минус. Вот, 2 раза они так прибавляются. Пустая клетка, нет петли. Каждый ряд мы провязываем. Все ряды указаны, лицевые и изнаночные. Обозначения. Приступим. Первый ряд узора. Первая петля кромочная. Затем 2 лицевых. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Накид. 2 вместе с наклоном вправо. Затем следующая лицевая и 4 накида. 1, 2, 3 и 4. Лицевая петля, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево. Первую петлю переворачиваем для узора, чтобы красиво ложился. Следующая лицевая, 4 накида, обернули 4 раза спицу правую, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 лицевых. Последняя кромочная. Следующий ряд вяжутся в изнаночном ряду, идут петли лицевыми обозначены, но вяжутся они изнаночными. А там, где 4 накида, покажу сейчас, как я провязываю. Довязали 4 накида и вяжется 1 лицевой, вернее 1 изнаночной, а 2 петля лицевой. Опять изнаночная и лицевая петля. Затем провязываем до следующих 4 накида, провязываем все изнаночными петли. И повторяем. Изнаночная, лицевая, изнаночная и лицевая. И до конца ряда изнаночными. Последняя кромочная, изнаночная я вяжу. Следующий ряд у нас третий. В третьем ряду 2 лицевые,
затем накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 4 лицевых, потом идет следующую, пропускаем петлю, вяжем 3 вместе. 3 вместе здесь лучше вязать одной петлей, чтобы красиво ложился в узоре петли, потому что если мы будем 3 вместе, они будут домиком, не будет красиво ложиться. Поэтому первую петлю мы ставим главную и 3 вместе провязываем одной петлей. Накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, здесь 2 вместе с наклоном влево и 3 вместе тоже провязываем. Первую петлю разворачиваем и 3 вместе одной петлей провязываем с наклоном влево. Следующие 4 петли лицевых, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид, 2 лицевых, последняя кромочная. Здесь весь ряд мы провязываем полностью все изнаночными до конца ряда. Так. Следующий 5-й ряд. Значит, первая кромочная, затем 2 лицевых, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 2 лицевых, 3 вместе, 3 вместе одной петлей с наклоном вправо. Здесь мы ничего не переснимаем, потому что петля здесь ложится вот именно так, как надо. Накид, 2 вместе, накид, 5 лицевых, накид. А здесь первую петлю переснимаем, разворачиваем ее и влево вяжем 2 петли вместе, накид, следующие 3 петли, первую разворачиваем петлю, провязываем одной петлей 3 вместе, 2 лицевых, 2 вместе, накид, 2 вместе, 2 лицевых. Я пропустила один накид. После 2 петель вместе надо было накид провязать. Так, изнаночный ряд вяжем по узору. Все петли изнаночные до конца ряда. Следующий ряд 7. Идут 2 первую снимаем кромочную, затем 2 лицевые,
накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, затем 3 петли одной провязываем с наклоном вправо, накид, 2 вместе, накид, 3 петли лицевых, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе, первую петлю разворачиваем и провязываем с наклоном влево, накид, 3 вместе, первую петлю разворачиваем, провязываем 1 петлей с наклоном влево, 2 вместе, накид, 2 вместе, накид и 2 лицевых. Изнаночный ряд вяжем все изнаночными петлями до конца ряда. Следующий 9 ряд. Первую кромочную снимаем, 2 лицевых, накид, 2 вместе с наклоном вправо, 3 вместе петли с наклоном вправо, провязываем 1 петлей, накид, 2 вместе, накид, 2 лицевых, накид, 2 лицевых, 2 вместе, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе, накид, 3 вместе с наклоном влево, первую петлю развернули, видите, уже вырисовывается узор, петли ложатся в одну бороздку. Так, 2 петли вместе, накид, 2 лицевых и кромочная. Изнаночный ряд вяжем по узору изнаночными петлями. Следующий ряд лицевой 11, первую петлю кромочную снимаем, 3 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 лицевых, 2 вместе наклоном вправо, накид, 3 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид и 2 вместе с наклоном влево, 3 лицевых, последняя кромочная.
Следующий ряд изнаночный. Здесь все петли провязываем изнаночными. Так, дальше у нас идет 13 ряд. 13, первая петля кромочная, 2 лицевых провязываем, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая, еще раз лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, лицевая. А здесь будет 3 лицевых, 3 вместе провязаны, но здесь лучше вязать не одной петлей. Первую переснимаем и 2 провязываем с наклоном вправо и продеваем через снятую петлю. Здесь по узору лучше так провязать эти 3 петли. Они как бы посередине, поэтому лучше будет смотреться. Лицевая, накид, 2 вместе, лицевая, еще раз лицевая, накид, 2 вместе с наклоном влево, накид, 2 вместе с наклоном влево, 2 лицевых. Следующий ряд изнаночный, вяжем по узору. 15 ряд, первая кромочная, следующая лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 2 вместе с наклоном вправо, накид, 4 лицевых. Здесь 3 вместе вяжется не одной петлей. Первую переснимаем, провязываем 2 вместе с наклоном вправо и продеваем через снятую петлю. Провязаны накид, лицевая, накид, первую петлю переснимаем, провязываем 2 петли с наклоном вправо и продеваем через снятую. Накид, 4 лицевых, накид, 2 вместе, накид, 2 вместе и лицевая, кромочная. Такой вот получается узор. В изделии он смотрится очень красиво. Именно посерединке его надо. Вот такой вот получается. Прям красивый. Поэтому вяжите, пробуйте, экспериментируйте, задавайте вопросы в комментариях. Всем пока!